Приветствую всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. И сегодня мы будем смотреть такой расклад. Как к вам относится ваш род? Как вы к нему относитесь на данный момент? Ну и поглядим. Очень много какие аспекты рассмотреть хочу. Посмотрим, чем недовольны ваши предки, что бы они хотели вам подсказать, что вам нужно изменить, да? Как бы тут не сколько подсказки будут рода, сколько отношения рода к вам на данный момент. Вот так вот будем глядеть. Расклад сегодня тоже будет на одну позицию. Поэтому можете настроиться. Ну, род сильный, могу сказать сразу. Сейчас возле вас те из рода, кто имеет большие амбиции, те, кто защищают вас. Ну, поглядим, что они хотят вам передать. Итак, давайте-ка на этой колоде вот так вот. Даже, наверное, оп. Разными методами пытаетесь пробить себе дорогу в жизни. То есть и чистки, и защиты, и снятие там закольцовок. Ну, я как пример говорю. То есть, да, различными методиками пытаетесь это все обыграть. Так, давайте пока будет 8 позиций. Хочется вот так сегодня мне сделать. Там на каждую позицию будет свой вопрос. Так. Просвет уже близко. Точнее, даже не близко, он уже есть у вас. Будет по 3 карты из 3 разных колод. Хотя, вы знаете, даже, наверное, по 4 возьму. Медленно, но уверенно идете по правильному пути, могу вам сказать. То есть, если сейчас от чего-то закрылись, от кого-то, ушли в медитации, ушли в некоего такого отшельника, прекратили с кем-то общение, значит, это правильно. И так и должно быть. Вам нужно ваше время. Ну, недоброжелатели там, да. Недоброжелатели свое не упускают. Или же вы обсуждаете с кем-то, что на вас было, на ваше волеизъявление, давайте скажем так, были нападки. Кому-то здесь и приворот делался. По поводу защит все хорошо. Итак, здесь позицию никакую не нужно выбирать. Здесь каждая позиция — это определенный вопрос. Вот. Немножечко приведу это
в более симпатичный вид. И будем начинать. Так, давайте посмотрим, кто вы сейчас. Вы напитываете свой род. Вы его прям питаете. Здесь карта воды жизни выпадает. Вы даете своему роду очень хорошую подпитку. Смотрите, из двух разных колод 2 туза кубков. Ну, то есть, о чем здесь еще можно говорить? Любовь, эмоции, самовыражение в творчестве у вас идет. И тем самым вы подпитываете ваш род. И, кстати, по поводу тотемов, здесь олень и лебедь. Можете, кстати, это взять на вооружение. Посмотреть по этим тотемам, что они вам скажут. Ну что, какой ваш сигнификатор, да? Кто вы на данный момент? То, что я уже сказала, и здесь вы занимались чистками. Вы как выписали приговор тем, кто вас по сердечной чакре пробивал. Ушли в творчество. Здесь очень неплохо. Здесь у вас новые связи, открытия, то есть вы роду дали подпитку, и род как вышел с вами, ну вот таким образом, знаете, как вы ему, а он вам, что-то хорошее, да? Так, смотрим ваши отношения к роду. Щедрость, хорошие дары даете. Ну что, тут жизненная сила, напор, все классно. Счастье. Вы сотрудничаете с родом. Но у вас еще, знаете, некие моменты есть такие, как... Вот вы, может быть, ему говорите, да, что вот помогите мне там, допустим, за то, что мою волю сломили, да, вот как-то жалуетесь еще вот. Или же есть моменты, где вы обижаетесь на кого-то из своего рода. Эти моменты нужно прорабатывать. Вы свои бессознательные страхи преодолели и, ну, сотрудничаете хорошо с ними. Дары даете без вопросов, все классно. Но вот поймите, что каждый из вашего рода имел право прожить свою жизнь так, как он посчитал нужным. И благодаря их выбору вы, возможно, в этом своем воплощении имеете больше возможностей, чем когда-то имели они. Об этом стоит всегда помнить. Так, теперь смотрим, как же относится к вам ваш род. А ваш род вам говорит, что вы сейчас в трансформации, у вас сейчас путешествие по неким мирам, где вам открывают тайные знания. Но есть еще некий страх и некий барьер между вами, с вашим родом. Говорят, что мы видим, что ты оттачиваешь навыки. Они вам помогают выстраивать ваши защиты. Помогают вам конструировать ваши мечты. Дают вам, знаете, как подсказки, намеки, да, где вы можете обучиться новому. Видят и понимают, что вы, ну, напряженно работаете, они вам за это благодарны, они это ценят. Они понимают, что это все ради улучшения ваших обстоятельств.
ради улучшения вашей судьбы. И знаете как, во-первых, вот опекают вас, да, опекают, и знаете, даже больше, чем вот вам кажется. Это, во-первых. Во-вторых, если на физике, могу сказать, что вам нужно меньше думать о ком-то, а больше думать о себе. То есть поменьше там решать проблемы детей, родителей, мужей, жен, подумать о себе. Это не говорит о том, чтобы вы их напрочь забыли и выбросили из своей жизни. Нет, но больше времени для себя. Так. Теперь смотрим, в чем сила рода. В творчестве, ребята, в творчестве сила вашего рода. Только каким-то творчеством занимаетесь, все, род сразу же выходит на подмогу. И знаете, в чем сила вашего рода? Ух, как интересно, ребят, глядите, чем больше вы занимаетесь творчеством, да, созидаете, каким это творчество будет, это на ваше усмотрение. Вот к чему душа лежит, вообще без разницы. Знаете, в чем прикол? Пока вы занимаетесь этим творчеством, у вашего рода появляется энергия и сила для того, чтобы закрывать вас от конфликтных ситуаций. Понимаете? Ваш род прям как барьер вокруг вас выстраивает, и вы становитесь невидимыми для всех тех, кто хочет на вас напасть. И он очень бережно относится к этому вопросу. В чем сила рода? Да, отличная сила. Так, теперь смотрим, в чем слабость рода. 4 мечей. Давайте так, лень. Вот лень, угу. Фрустрация, когда не хочется ничего делать. Когда вы решаете, что все, я достиг там максимума, больше не хочу. Не хочу новому учиться, не хочу новое познавать, полежу-ка я на диване, да. Посижу-ка я в одиночестве. Понимаете, в одиночестве можно сидеть по-разному. Можно, голову себе проедать, да? И не знать, куда метнуться. И не знать, куда метнуться. А можно в одиночестве созидать. И наслаждаться этим одиночеством. В чем слабость рода еще? В том, что есть отсылка к временам бедности, знаете, когда очень нуждались. Возможно, там во время Голодомора, у кого там Холокоста и тому подобное. Вот знаете, как боязнь остаться без еды, без денег. Слабость еще тогда, когда вы себя перегружаете потерями, проблемами и считаете, что это и есть основа жизни. И еще знаете, в чем слабость? Когда вы свои ресурсы отдаете куда-то за пределы вашего дома. Сейчас объясню, как это я вижу. Допустим, когда вы трудитесь на нелюбимой работе, отдавая туда все свое время, а дома вы лишь в состоянии лежать и не шевелиться, к примеру, да, о каком-то творчестве может идти речь в такой ситуации, вот тогда ваш род беднеет. Он ослабевает, ваши защиты, соответственно, тоже. И еще в чем слабость рода? Еще в чем? В том, что вы одиночка по жизни.
Вы человек, у которого власть сосредоточена, и власть, и сила, вы сами есть абсолют, понимаете? Если вы думаете, что вам кто-то нужен, то вы заблуждаетесь. Вы и есть тот человек, который нужен вам. Вам же. У вас есть все то, что вам необходимо. Вот если вы об этом забываете, тогда тоже рот ослабевает. Параллельно с этим боязнь легких, хороших, приличных денег, боязнь власти, вы беспокоитесь, что это вас испортит. Есть еще такой момент, что, возможно, это не проработанный аспект в вашем роду, когда люди достигают власти, они начинают курвиться. То есть, когда бабки портят человека. Так, теперь давайте-ка посмотрим основную задачу, которую перед вами ставит ваш род на данный момент. Дыхание жизни. Управлять эмоциями, высказывать собственное мнение. Простраивать для себя новые возможности и перспективы. Проявлять себя, проявлять свои цели, воплощать их на физике. Добиваться изобилия. Быть всегда наполненным и в ресурсе. Здесь вплоть до того, чтобы вы открыли что-то свое и занимались тем, что вы любите. Это начнет вам приносить очень хороший результат. Кстати, свои идеи, свой потенциал вам нужно оберегать. Огнем, кстати, нужно работать. Вы должны защищать сейчас свою интеллектуальную собственность. Все свои идеи держим при себе. Все, что не нравится, говорим вслух. И тем, кто не нравится. Не держим в себе, не накапливаем. Но держим в себе все свои идеи. Все те знания, которые к вам приходят. Так, следующий вопрос. Секунду, сейчас сориентируюсь. Что вам нужно сделать, чему научиться, чтобы выполнить вот это вот, да? Вот эти задачи. Что надо сделать? Башня. Кого-то вы, вот прям говорю, как идет, кого-то выбросить из своей жизни. Быть готовыми к этому. Быть готовыми, божечки. Быть готовыми, ребят, извините, уже заговариваюсь. Здесь кого-то из своей родовой системы вы прям должны выбросить. Да. Угу. Этот человек с прошлым связан, возможно, он пытается как-то влезть в вашу жизнь, рассказывает одно, но делает другое, за спиной держит нож по отношению к вам однозначно. Знаете, как рассказывает, что ой, у нас будет все классно, хорошо, короче, обещаниями только кормят. Здесь свечами, видите, здесь падает оберег огнем, а здесь свеча, то есть поняли, да, намек, как нужно работать. Вот, и мороки, оморочки снимать тоже. Очень бдить за тем, что вам в уши льют.
Вот так вот лучше я скажу. Наблюдайте за тем, что говорят, а что делают. И если они только говорят, а ничего не делают, сразу же, здесь, знаете, бывшие партнеры, возможно, здесь и родственники, которые прям, вот знаете, против рода, против человеческих поступков пошли, поступили как-то не по совести, давайте так, да, правда у каждого своя, но по совести это и по-человечески это другой аспект. Вот здесь этих людей нужно, как бы это ни звучало, вышвыривать из своей жизни. Потому что там на вас влияние идет. И ваши все дороги могут перекрыться. Так, на каком этапе вы сейчас находитесь в жизни? Девятка пентаклей. Традиции, сотрудничество с родом, дружелюбие. На каком этапе? Вы сейчас на этапе чисток. Вы на этапе, когда нужно следовать за вашим сердцем, верить во Вселенную, верить. И, кстати, насчет предков. Смотрите, предки и дорога. На места силы, пожалуйста. Открываются у вас новые возможности, двери. Здесь такие карты классные. А вообще, на каком этапе вы находитесь? Если кто еще не ездил, обязательно езжайте, ребят. Очень, очень классно у вас по роду. В принципе, никаких негативных даже вот были вопросы, да, в чем, сами знаете, что идеального рода не существует, идеальных людей тоже, но в общем, расклад классный, род сильный, род активный. Что вам нужно сделать? Вам нужно научиться распознавать и понимать, что даже из вашей семьи нужно дистанцироваться от тех родственников и людей, которые вам вредят. Так, еще тут есть такой вопрос. Хочу его рассмотреть. Давайте-ка спросим вот это. Хотя ладно. Хочу убрать. Это я пока отодвину вот так. Вопрос еще такой. Давайте-ка посмотрим, чем недовольны предки вашего рода, да? Вот какое поведение ваше их раздражает, их карта дома падает, что-то в доме не так, в семье что-то не так, между мужчиной и женщиной, дом. Давайте оставим дом, раз выпало, чем-то недовольны. И посмотрим, что вам нужно сделать, да, вот. Как, по мнению вашего рода, стоит вам поступить в данной ситуации, в вашей? Так, давайте вот так и вот так из этой колоды. Просвет будет опять же таки. Совесть, сожаление кого-то из вас мучает. Проанализируйте, сколько вы давали, а сколько получали взамен. Понимаете, ребят, как бы нам не хотелось сейчас об этом думать, это, извините меня, гребаный факт, когда сестры идут против братьев из-за наследства, и магию делают, и всякую белиберду, когда собственные родители чудовеют,
когда мать делает приворот на своего сына, лишь бы он не был с той девочкой, которая ему не нравится. Понимаете, когда мать сидит на свадьбе своей дочери и другим рассказывает, что я ей вообще не этого мужа хотела, и в итоге разваливает семью. Понимаете, есть очень много аспектов, когда... В общем, карма сейчас жесткая отрабатывается для наших душ в эту эпоху. И это надо, ребят, прорабатывать. Как бы мы ни хотели, как бы мы ни считали, что а как же так, а вот разве так бывает? Да, черт возьми, бывает. Бывает еще и хуже, чем вы можете себе представить. Поэтому или потому, но эти аспекты тоже нужно учитывать и не отворачиваться от них. Карты сами вылетают. Итак, что-то с домом связанное. Так, будьте осторожны на полнолуние на 28 января особенно. Смотрите, что от кого пьете. Вот тут. Или же будете делать ритуалы, которые там к восторжествованию справедливости приведут. И то актуально. Итак, чем недовольны предки вашего рода? То, что долго терпите. То, что сожалеете. То, что в пессимизме находитесь. Ясновидение есть. В астрале неплохо работаете. Но потери, горе, разочарование, проблемы. Вам нужно отпустить прошлое и двигаться дальше. А не терпеть. Терпилу из себя, понимаете, делать. В новую жизнь нужно идти. По менталу работать. Визуализируйте свою новую жизнь и двигайтесь к этой цели, понимаете? Вот чем они недовольны, тем, что вы терпите. Еще раз повторюсь, это связано с вашей семьей, с вашим домом. На данный момент пока что так. Итак, что вам нужно сделать по мнению вашего рода? Управлять своей жизнью самому, брать на себя ответственность. И говорить, ну я как к примеру говорю, приходите и говорите: мама, а ты знаешь, у меня жизнь не сложилась, потому что я в курсе, что ты, допустим, подливала мне чудесного чая для того, чтобы я разошелся с той, которую по-настоящему любил. И поэтому я не хочу с тобой больше общаться до тех пор, пока не пройдет какое-то время, и мы как-то не найдем общий консенсус. Любить от этого я тебя меньше не буду, потому что ты моя мама, но ты мне офигенно поднасрала, и я как-то, обижен. Это как пример, да, того, о чем можно поговорить, если это имеет место быть в вашей жизни. Должны смотреть только в будущее, в новые перспективы, причем в далекие, открывать новые двери, новые возможности, расти в любых вопросах, не стоять на месте, не деградировать, не оставаться в болоте. Простраивать долгосрочные перспективы вы должны, понимаете, и должны это делать вы сами. Не надеяться, что кто-то придет, разрулит ситуацию и что-то решит. Ух ты, как интересно. Здесь кому-то прямое указание на то, что нужно работать на кладбище с неупокоенными, да. Делать через них защиты себе. Чистить себя. Убирать свою депрессию. Убирать сожаление, перерождаться. Вот это посланница. Так что вот как-то так. А ну-ка, хочу еще на вот эту карту одну вытащить. Да, ребят, вам нужно от приворотов избавляться. Интуицию прокачивать свою. В дар рыбу. Несем рыбу. Обязательно.
И еще давайте такой вопрос, раз такая уж тут пьянка пошла, да, такие серьезные вопросы задеты по раскладу. Я хочу спросить, вот на данном этапе вашей жизни, что вы передадите своему поколению, своим детям, да, если не станете вот эти моменты все вот эти прорабатывать, вот, что останется вашим детям? Что останется вашим детям? И второй вопрос хочу добавить. Что сейчас род вашим детям хотел бы передать? На что обратить внимание? По детям уязвимость из-за конкуренции может быть. Обратите на этот вопрос внимание. Здесь беседа о том, что не нужно слишком доверять мнению окружающих и на него опираться и близко принимать это к сердцу. Вот такой этап дети сейчас проходят. Но сейчас буду уточнять. Почему спрашиваю за детей? Знаете почему? Все элементарно просто. Потому что если вы боитесь двигаться, то будущее ваших детей это единственный пинок под пятую вашу точку, чтобы вы наконец-то очнулись и поняли, насколько серьезно то, что вы не дорабатываете с вашим родом. У ваших детей, поверьте, и так свой там момент. И ваша задача вам помочь им. Настойчивы будьте, справедливо поступайте, логично. Держите ясный ум. Препятствия еще какие-то будут. Итак, все-таки давайте. Это послание для детей, да. А это у нас... Что ожидает, что им придется прорабатывать или что им останется. Вот, в каком-то таком контексте. Посмотрю сейчас, что там покажут. Итак, если тормозите, остаетесь на месте. Тут защита у них есть, у детей хорошо. Справедливость, власть. Секунду. Свет начал барахлить. Здесь знаете что? Ага. Здесь знаете, как интересно, я задавала один вопрос, род дает ответ на другой. Ваш род очень сильный, мальчики и девочки, и очень, давайте скажу, как вижу, вот добряки, вот знаете, такие вот помните, как Джек Воробей говорил, я добряк. Вот они жестко, особенно по отношению к детям, нет, к вам да, к детям нет. Почему? Вот я спрашивала, да, вот оставите все как есть, а они показывают другой аспект, что если вы все сделаете, вы все будете делать, вот да, согласно инструкциям,
Вашему ребенку род передаст очень большую силу. Он будет иметь силу, которая будет иметь право карать по справедливости. Причем ваш ребенок, если будет заниматься магией, он будет отсекать негативные ритуалы, то есть чистками заниматься, ну, вытаскивать людей. Или же, знаете, ситуация, когда ваш ребенок станет на определенный путь и подумает о том, чтобы сделать кому-то что-то с помощью магии негативного, да, вот, ну, мы все стоим на этом выборе, всегда, все. У каждого из нас есть свои способности, каждый из нас в состоянии их в себе открыть. Вопрос в том, открываем или нет, какой путь выбираем и тому подобное. Так вот, вот здесь вот ваш ребенок, он не будет стоять на этом выборе, он четко будет знать, нет, так делать нельзя. И здесь ему высшие силы, ваш род, будут давать напутствие о том, что надменность свою, так и говорят, надменность свою ты подубери, и мы тебе поможем выйти в твою удачу. Вот вашему ребенку они прям как будут новости давать, подкидывать, понимаете? Вы боролись за то, чтобы иметь вот такое право, да, общаться с родом посредством снов, посредством того, чтобы они вообще с вами на контакт выходили. Вы боролись за это. Вашему ребенку будет дано по умолчанию это, за то, что вы прорабатываете, понимаете? И известие, смотрите, уточняю, высший суд. По высшему суду, говорят, твоих недоброжелателей тут же штрафанут, тут же получат. То есть, ну, вообще идеально. Вот я не знаю, вот это все, оно очень дорогого стоит. Вспомните свое детство, вспомните, с чего вы начинали, да, как вас обижали, и чего мы, бывает, ну, желаем в сердцах. Это ведь тоже для нас ненормально. Некоторые, конечно, еще бросаются в эту черную магию, чтобы влиять на волеизъявление других людей. То есть у вашего ребенка этого не будет. Вот этого искушения, да, оно если и появится, то сразу же уйдет, и он не ступит на неверный путь. Вот так. Итак, что бы род сейчас хотел передать вашему ребенку? Разбитое сердце почему-то. Хотели бы передать ваш род ребенку вашему, что во-первых, лицемерить нельзя, врать нельзя ему. Во-вторых, из-за этого в жизни могут появляться, вот даже если ребенок там маленький, да, то в его окружении появятся такие люди, дети, да, такого вот качества, которые будут заставлять его выбирать, болтыхать, знаете, как то хорошее отношение, то плохое. Если ребенок уже взрослый, да, то здесь может быть и треугольник, и лицемерие от женщины. Здесь падает, что если он будет лицемерить, врать, предавать и делать кому-то больно, то в итоге ему будут делать больно женщины. И в дуальность водить, знаете, как вот нужно принять уже что-то, а будет в несколько направлений тянуть. Из-за того, что будет доверять сверх меры тому или доверяет сверх меры тому, кому доверять не положено. Ну вот как-то вот так вот. Вашему ребенку тоже окружение нужно научиться уже сейчас
подчищать свое. И вы должны, как родитель, научиться ему доносить, что... Вот знаете, из области, как вот привыкли говорить, ну, вот ситуация в классе какая-то произошла в школе, да, допустим, там случилось один, но вот реально ребенок поступил как, извините, скот. Потому что, ну, это не ребенок скот, это родители так воспитывают, родители такие. Ребенок лишь повторяет их. И там не то, чтобы признать свою ошибку и тому подобное, там надменности очень много, даже у маленького ребенка такого, знаете, не совсем взрослого. И вот ситуация, да, такая, когда учитель вот говорит, ну им же еще столько лет нужно вместе в одном классе, типа дружить, надо эту ситуацию разрулить. Ну так объясните вот этому, что извиняться нужно уметь. А почему ваш ребенок должен терпеть, к примеру, да? И почему, ну, вообще, зачем это делать? Ну да, будем мы там еще несколько лет, допустим, в одном классе. Но это ж не означает, что я должен позволять себя обижать другим. Ведь правда? Правда. На крайний случай мы можем уйти в другой класс, в другую школу, переехать вообще в другой город и в другую страну. То почему же я должен терпеть? Вот понимаете, вот эти вещи нужно объяснять ребенку. Он не должен прогибаться под мнение окружающих, особенно там, где его вот лицемерят люди. Он должен высказывать свою точку зрения, не затравляйте в нем это. Но если он будет так поступать плохо по отношению к другим, тогда здесь будет отдача через женщин. Женщины будут лицемерить очень сильно. Для девочек это подружки будут ненормальные попадаться, для мальчиков ненормальные девочки. Вот такое вот послание для вашей детки, ребята. Вот так вот. Расклад этот мне, вот этот вообще вот очень мне понравился. Такие интересные вопросы были подняты. Вот, вы мне напишите в комментариях, пожалуйста, как вам данный расклад. Почему-то вот, пока я его делала, я поняла, что периодически, ну не знаю, там может раз в месяц, да, может даже раз в 2 месяца, не знаю, буду делать. Потому что энергии меняются, как бы каждую неделю здесь смысла нет. Там пока энергии даже уболтаются новые, проходит приличное время и... Ну, не быстро. Сами знаете, кто работает с родом, кто работает по местам силы, кто занимается чистками, защитами. Вы понимаете, как это бывает. Когда энергии, они, бывает, что-то сразу сработало, а бывает, сидишь уже и то, и все перепробовал, и потом оп, и выстрелила. Ты такой, фух, выдохнул, но все равно, да, время прошло, вот. Короче говоря, это мероприятие, оно затратно, да, затратно. И по времени, и по энергиям, и по нашим собственным вложениям в это все. Поэтому жду ваших историй, жду ваши комментарии под этим видео. И... делитесь им с вашими друзьями, ставьте лайки или дизлайки, выражайте свое мнение. Ну, а я вам желаю добра этого мира. Пока-пока.